Одним солнечным утром сотрудники фонда «Черный ягуар» и «Белый тигр» приготовили специальное блюдо из вареного мяса для 2 местных жителей, не подозревая о драме, которая за этим последует. Микки был белым львом, а Камила – самкой собаки. Несмотря на явные различия в их видах, между ними установилась такая крепкая связь, что это покорило всех, кто имел честь наблюдать за этим. Животные, проголодавшиеся и жаждущие еды, встали, как только увидели, что к ним приближается персонал с едой. У них слюнки потекли от предвкушения. Они ждали свой завтрак. Когда мясо было брошено в их загон, обычная процедура обмена превратилась в удивительное зрелище. Вместо того, чтобы есть вместе, как они обычно делали, Микки, будучи намного крупнее, позволил эгоизму взять верх. С громким ревом он набросился на Камилу, отталкивая ее от тарелки и накрывая куски своим массивным телом. Несмотря на попытки Микки приберечь еду, решимость Камилы не поколебалась. Используя свое острое обоняние, она учуяла запах еды и настойчиво пыталась завладеть своей долей, к большому изумлению туристов и приезжих, наблюдавших за разворачивающейся драмой. Напряжение росло, и все гадали, что же Микки, доминирующий лев, сделает дальше. Смягчился бы он и поделился с Камилой. Или его эгоизм возобладает, что приведет к драматическому повороту событий. Зрители затаили дыхание, ожидая увидеть исход этого неожиданного противостояния между львом и храброй маленькой собачкой. Когда последний кусок мяса исчез, оставив Камиле лишь несколько кусочков, шок зрителей был ощутим. Однако то, что произошло дальше, лишило всех дара речи. Камила, чувствуя себя подавленной, отошла в угол их загона. Микки с тяжелым сердцем и глазами, полными раскаяния, казалось, осознал свою ошибку. Зрители почувствовали, что сейчас произойдет что-то важное, и начали записывать происходящее между ними. При неожиданном повороте событий Микки осторожно приблизился к Камиле, в его глазах отражалось сожаление. Зрители затаили дыхание, гадая, что же задумал лев. Камила, хотя и была расстроена, стояла на своем, игнорируя присутствие Микки, когда он приблизился. Когда лев встал перед Камилой, собака слегка завиляла хвостом, показывая, что смягчила свою позицию. Резким движением Микки осторожно приподнял одну из лап Камилы и поднес ее к своему рту. Зрители опасались худшего, но, к их удивлению, Микки поцеловал Камиле лапу в знак извинения. Толпа поняла, что Микки пытается загладить свою вину перед своей дорогой подругой. Они молча наблюдали за происходящим, ожидая реакции Камилы. Какое-то мгновение Микки ждал, надеясь на прощение, но Камила хранила молчание. Но лев так просто не сдавался. Не обращая внимания на ее первоначальное молчание, Микки снова попытался поднять лапу Камилы, надеясь на ответ. Однако собака продолжала вести себя вызывающе, отвернулась от льва и побежала прочь, не обращая внимания на его извинения. Ничуть не смутившись, Микки последовал за ней, полной решимости наладить их дружбу. Зрители испытывали к Микки смесь жалости и сочувствия, понимая, что его эгоизм привел к разрыву с Камилой. Теперь, сытым желудком и сожалением в глазах, Микки стремился загладить свою вину и снова увидеть своего друга счастливым. Но Камилу, казалось, не трогали его усилия, из-за чего лев не знал, что еще делать. У одного наблюдательного наблюдателя, которого забавляла разворачивающаяся драма, возникла идея. Они подошли к сотруднику и попросили бросить в вольер еще одну порцию приготовленного мяса, желая проверить, позволит ли Микки на этот раз Камиле получить свою долю по справедливости. Зрители, заинтригованные происходящим, присоединились к призыву и убедили персонал выполнить их просьбу. Сотрудники приготовили небольшую порцию вареного мяса и бросили его в вольер Микки и Камилы,
с нетерпением ожидая реакции животных. Во время видеосъемки все были удивлены, когда Микки застыл на месте, не делая ни малейшего движения к еде. Вместо этого он откинулся на спинку стула и наблюдал, как Камила приближается к мясу, позволяя ей есть без помех. Неожиданный поворот событий вызвал слезы на глазах у многих свидетелей. Камила, проявляя доброту и сострадание, принесла большой кусок мяса туда, где сидел Микки. Этот дружеский жест растопил сердца зрителей, демонстрируя естественную связь между ними, несмотря на различия в биологических видах. Микки взял у Камилы мясо и принялся жевать его в знак примирения. Вскоре напряжение между ними, казалось, спало, они возобновили свои игривые выходки и снова наслаждались обществом друг друга. Наблюдение за этим трогательным моментом произвело неизгладимое впечатление на зрителей, напомнив им о красоте сострадания и всепрощения в животном мире. Необычная дружба Микки и Камилы заинтриговала многих зрителей, вызвав вопросы о том, как возникла такая необычная связь. Они и не подозревали, что история их дружбы была столь же шокирующей, сколь и трогательной. Путешествие Микки началось, когда он был еще совсем маленьким детенышем, спасенным фондом «Черный ягуар» и «Белый тигр» в Мехико. Он осиротел после того, как браконьеры задержали его мать, оставив его беззащитным в дикой природе, когда ему было всего несколько месяцев. Однажды, когда Микки пытался в одиночку ориентироваться в мире, он столкнулся с инцидентом, который едва не привел к летальному исходу. Защитник природы по имени Боб ехал по дороге, когда заметил львенка, метнувшегося перед его автомобилем. Боб ударил по тормозам, чудом избежав катастрофического столкновения. Однако, когда он вышел из машины, перед Бобом предстало душераздирающее зрелище: Микки, раненый и хромающий прочь. Автомобиль задел его заднюю лапу, из-за чего ему было трудно передвигаться. Переполненный сожалением и сочувствием, Боб понимал, что на нем лежит ответственность за заботу о детеныше, которого он по неосторожности ранил. Он осмотрел местность в поисках следов матери Микки, но ничего не нашел, понимая, что львенок теперь осиротел и уязвим. Подойдя к испуганному львенку, Боб нежными жестами попытался успокоить маленького львенка, которому было страшно и больно. Несмотря на все попытки Микки убежать, он не смог этого сделать из-за своей поврежденной ноги. Боб всем сердцем сочувствовал беспомощному львенку и подошел к нему с осторожностью, надеясь предложить утешение и помощь. Когда Боб подошел ближе, первоначальный страх Микки начал отступать. Он почувствовал доброту в действиях человека и позволил подойти к себе. Боб внимательно осмотрел поврежденную лапу львенка, отметив серьезность ссадины. Однако его сердце чуть не разорвалось, когда он увидел, в каком изможденном состоянии находится маленький львенок. Было очевидно, что Микки несколько дней обходился без еды, и это зрелище наполнило Боба грустью и решимостью. Он знал, что если оставить львенка одного в его состоянии, это приведет только к дальнейшим страданиям или даже смерти. С тяжелым сердцем, но с твердым намерением Боб решил отвезти Микки к ветеринару для оказания срочной медицинской помощи. Боб осторожно поднял львенка и посадил его на пассажирское сиденье своего автомобиля. По дороге в ветеринарную клинику он переводил взгляд то на дорогу, то на львенка рядом с собой. Микки лежал спокойно, доверяя человеку, который проявил к нему доброту и заботу. По прибытии в ветеринарный центр сотрудники сразу же приступили к действиям, осознав всю серьезность ситуации с Микки. Они от всей души сочувствовали раненому львенку и, не теряя времени, занялись его ранами. Рентген показал, что у Микки был вывих кости. Необходимости в серьезном хирургическом вмешательстве не было. Персонал с большой осторожностью восстановил кость и провел необходимые процедуры, чтобы помочь маленькому львенку восстановиться.
Когда Микки выздоравливал в ветеринарном центре, произошло нечто неожиданное. Молодая собака, у которой, к сожалению, родились мертвые дети, проявила живой интерес к осиротевшему детенышу. Собаку-мать по кличке Камила, казалось, привлекло присутствие Микки, и она подошла к нему с любопытством и дружелюбием. Несмотря на разницу в размерах и породах, Микки и Камила создали уникальную связь, проводя время вместе и передавая друг другу чувство товарищества во время своего пребывания в ветеринарном центре. Ни один из щенков Камилы не выжил после родов, поэтому ее отвезли в ветеринарную клинику для лечения. Несмотря на свое горе, она обладала удивительной способностью чувствовать, когда кому-то нужна эмоциональная поддержка. К изумлению персонала ветеринарного центра, Камила часто подталкивала Микки поиграть с ней, вызывая улыбку на лице раненого льва. Вскоре Микки привязался к собаке, и они проводили ночи в обнимку, находя утешение в обществе друг друга. Под присмотром Камилы выздоровление Микки ускорилось. Она охотно играла со своим новообретенным другом, стараясь не повредить его забинтованную ногу. Она была внимательна к потребностям Микки, они чувствовали его боль и оказывали ему эмоциональную поддержку. Их крепнущая связь привлекла внимание всего персонала ветеринарного центра, который стал свидетелем невероятной дружбы между львом и собакой. Однако неизбежное расставание стало очевидным, когда пришло время перевести Камилу в приют, где она могла бы найти приемную семью. Персонал считал, что так будет лучше, но они недооценили глубину связи Микки и Камилы. Когда собаку забрали, поведение льва резко изменилось. Он отказывался есть, играть или общаться с другими людьми. Его печаль была ощутима, и он постоянно искал Камилу, тоскуя по ее присутствию. С другой стороны, в приюте пес был в равной степени опустошен. Она отказывалась общаться с другими собаками и есть, поглощенная своим горем из-за разлуки с Микки. Сотрудники приюта делали все, чтобы поднять настроение Камилы, но ее грусть не проходила. Вскоре сотрудники поняли свою ошибку, разделив эту парочку. Они осознали глубину их связи и насколько они были важны для благополучия друг друга. Они тщательно обдумали ситуацию. Они признали, что Камила, будучи собакой, скорее всего, будет лучше развиваться в приемной семье, где она сможет получать внимание и заботу, которых заслуживает. С другой стороны, Микки, будучи львом, принадлежал дикой природе, своей естественной среде обитания. Несмотря на это, они знали, что воссоединение дуэта имеет решающее значение для их благополучия. По крайней мере, временно, пока не будет разработан план получше. Когда Камилу привезли обратно в центр для животных, где жил Микки, сначала она выглядела явно расстроенной. Однако, когда она узнала свое окружение, ее поведение изменилось, и она начала проявлять признаки счастья. Тем временем Микки, который до этого пребывал в унынии, испытал волнующий момент радости. Он запрыгал от возбуждения, подбегая к передней части своей клетки, радостно рыча и царапая клетку лапами, словно пытаясь вырваться на свободу и обнять Камилу. Собака ответила радостным лаем и с неуемной энергией завиляла хвостом, выражая свою радость от того, что снова видит своего лучшего друга. Сотрудники, ставшие свидетелями этого воссоединения, были глубоко тронуты, осознавая глубину связи между Микки и Камилой. Во время собрания персонала, на котором обсуждались дальнейшие шаги льва и собаки, стало очевидно, что их повторное расставание может нанести ущерб их здоровью. Сотрудники единодушно согласились с тем, что связь между Микки и Камилой слишком крепка, чтобы ее можно было разорвать. Вместо того, чтобы отправить Камилу в приемную семью и выпустить Микки обратно в дикую природу, они решили действовать по-другому. Они решили переехать вместе в такое место, где они могли бы процветать,
продолжая оставаться в компании друг друга. После тщательного обсуждения сотрудники решили передать Микки фонду Black Jaguar White Tiger в Мехико. Заповедник обеспечил бы Микки и Камиле подходящую среду для процветания, предоставив им все необходимые ресурсы для счастливой и полноценной совместной жизни. Несколько дней спустя дуэт переехал в фонд, чтобы начать новую главу, наполненную любовью, дружескими отношениями и обещаниями светлого будущего. Посетители фонда были очарованы историей дружбы Камилы и Микки. Многие были тронуты эмоциональным путешествием и глубиной связи между львом и собакой. Знакомство с их историей воочию изменило представление посетителей о животных, заставив их по достоинству оценить особую связь, возникшую между представителями таких разных видов. Некоторые из посетителей, которые были свидетелями трогательных моментов, произошедших между Микки и Камилой, поделились своими впечатлениями в социальных сетях. Они выложили фотографии и видео взаимодействия льва и собаки, сопроводив их очаровательными подписями, подчеркивающими их дружбу. Посты быстро набрали популярность и покорили сердца миллионов любителей животных по всему миру. По мере распространения в интернете они привлекли огромное внимание и вовлеченность людей по всему миру. Миллионы зрителей поделились своими мыслями и эмоциями в разделе комментариев, выразив восхищение неразрывной связью между Микки и Камилой. Трогательные сцены, увиденные в фонде, стали сенсацией, затронув жизни людей, которые никогда не встречались с дуэтом лично. Камила и Микки, не подозревая о своей новообретенной славе, продолжали свои игривые выходки в фонде. Их неразрывная связь и трогательное общение согрело сердца миллионов людей, бросив вызов предвзятым представлениям о диких животных и продемонстрировав силу дружбы, не зависящую от межвидовых границ. Какая трогательная история о неразрывных связях между животными разных видов. Вы были свидетелями каких-либо других особых связей между животными разных видов? Поделитесь с нами своим опытом в разделе комментариев ниже. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.